Неоднократные случаи побега животных в зоопарках зачастую демонстрируют удивительные черты, напоминающие человеческое поведение. Иногда беглецам помогает чистая случайность, а порой они проявляют настоящую изобретательность, граничащей с продуманным планом. Ярким примером стал случай на Лонг-Айленде в 1935 году, который надолго нарушил спокойствие города. Все началось с пустяка, оставленной у вольера доски. Для 172 макак резус этот момент стал решающим. Они успешно преодолели ров, вырвались на свободу и быстро рассеялись по окрестностям. Вскоре обезьяны заполонили город. Они оказались на пожарных лестницах, проводах и даже на железнодорожных путях, вынудив машинистов остановить поезд. Полиция была завалена звонками, а жители наблюдали за этим необычным зрелищем с растерянностью и недоумением. Владелец зоопарка, известный коллекционер Фрэнк Бак, даже предложил бесплатные билеты за каждую пойманную обезьяну. Часть животных вернулась сама, других удалось отловить. Но вопрос о полном возвращении всех макак остался открытым. Спустя годы другой обитатель зоопарка решил отправиться еще дальше. В 1958 году морской лев по имени Сирил покинул свой вольер в Онтарио и оказался в воде, которая открывала перед ним целую сеть путей. Он прошел через реку Темс, вышел в озеро Сент-Клер, пересек границу, спустился по реке Детройт и оказался в озере Эри. За 10 дней он преодолел маршрут, который для человека выглядел бы как тщательно спланированное путешествие. Поймали его уже в американском Толедо и вернули в Канаду. А память о нем позже увековечили статуей, потому что далеко не каждый беглец превращается в легенду. А в 2013 году в Smithsonian National Zoological Park произошло почти незаметное на первый взгляд исчезновение. Пропала красная панда по кличке Расти. Ему еще не исполнился год, и именно это больше всего тревожило сотрудников. Сможет ли он выжить за пределами привычной среды? Поиски развернулись быстро. Подключились социальные сети, жители начали внимательнее смотреть по сторонам. Вскоре Расти заметили в районе Адамс-Морган. Он сидел среди ветвей и выглядел скорее заинтересованным происходящим, чем напуганным. Его вернули в тот же день. Он не успел уйти далеко, но сам факт побега оказался важнее расстояния. Даже животное, выросшее в неволе, в какой-то момент делает шаг за пределы привычного пространства. И этого оказывается достаточно, чтобы его запомнили. Тревожная новость пришла в марте 2012 года из токийского Sea Life Park. Пропал пингвин Гумбольдта, известный под номером 337. Для сотрудников зоопарка это стало настоящим ударом, ведь малыш, появившийся на свет в неволе, никогда не видел настоящей открытой воды. Его дальнейшая судьба вызывала серьезные опасения за жизнь. Никто точно не знал, как нелетающая птица сумела выбраться из вольера, окруженной 2-метровой стеной. Сотрудники попросили горожан быть внимательными. Мало ли, вдруг кто-то встретит на улицах или в воде необычного беглеца. Вскоре пингвина заметили в Токийском заливе. Он так здорово плавал и резвился в воде с такой уверенностью, как будто родился там, и выглядел очень бодрым, даже немного важным. Жители Токио испытали странное, но настоящее чувство гордости. Их маленький герой показал, что способен на самостоятельность. Через 2 месяца, в мае 2012 года, беглеца выловили в префектуре Тиба, примерно в 30 километрах от Токио, и вернули обратно в зоопарк. Эта история не стала трагедией. Она лишь напомнила, даже животные, выросшие за стеклом, способны на смелый побег. В том же году в сафари-парке под Франкфурт-на-Майне группа из 3 кенгуру совершили вылазку за пределы вольера, воспользовавшись ямой, вырытую лисой у их ограждения. Дальше они прошли под внешним забором,
Там оказался проход, который проделал кабан. Так у них появился путь за пределы парка. Один из кенгуру отстал от остальных и был быстро схвачен. Второй не успел далеко уйти, вскоре и его поймали. Третий какое-то время оставался на свободе. Его замечали в окрестностях, но он не подпускал к себе людей. Позже попал в ловушку. Всех троих вернули обратно. В марте 2011 года в Бронкс-Зу пропала египетская кобра. Павильон рептилий закрыли, сотрудники начали поиск, но точной информации о том, куда она исчезла, не было. Через 2 дня в сети появился необычный аккаунт в Твиттер от имени самой змеи. Какой-то остряк шутил от имени Мии о свободе, о капкейках и о том, как приятно быть вне стеклянных стен. История стала вирусной. Никто не знал, кто ведет аккаунт, но горожане начали следить за ним с интересом. На самом деле Мия оставалась недалеко. Ее нашли спустя 2 недели в темном углу того же павильона. Она не пыталась скрыться, но и далеко уйти не могла. После этого кобру снова поместили в вольер, а аккаунт продолжил публиковать посты от лица ставшей популярной змеи и до сих пор активен. В объективе Эвелин – горилла, чьи побеги из Лос-Анджелесского зоопарка стали настоящей сенсацией. Вместе со своим партнером Джим они совершили не менее 5 побегов. Их прозвали Бонни и Клайд не случайно. Пары демонстрировали недюжинную изобретательность с элементами стратегии и силы, покидая пределы вольера. Эвелин была мозгом операции. Она изучала вольер, присматривалась к слабым местам, планировала свои действия. Джим действовал иначе, силой. Он выламывал прутья, однажды сорвал дверь с петель и разгуливал по территории, словно это был его мир. В одном из эпизодов Джим поднял Эвелин на руках, чтобы она смогла перелезть через верхнюю решетку. Сам при этом остался внутри. На свободе Эвелин проводила около часа. Она неторопливо жевала яблоки и наблюдала за другими животными через прутья вольеров, словно изучала их привычки и поведение. Сотрудники зоопарка каждый раз действовали осторожно. На этот раз им пришлось эвакуировать посетителей, чтобы обеспечить безопасность. В конце концов, Эвелин усыпили дротиком со снотворным и вернули обратно в вольер. Эти события показывают, как ум, сила и смекалка могут сочетаться даже у животных, живущих за решеткой, и как ярко проявляется их самостоятельность и любопытство. В 2016 году в Сендай из-за осады Ягияма сбежал шимпанзе по кличке Чача. Это произошло днем, и почти сразу его заметили за пределами территории. Он забрался на столб линии электропередачи и начал передвигаться по проводам, переходя с одного участка на другой. Внизу за ним наблюдали сотрудники зоопарка, полиция и жители города, а сам зоосад в это время закрыли для посетителей. Побег затянулся на несколько часов, и все это время Чача оставался на высоте, не подпуская к себе людей. Из-за происходящего ученики ближайшей школы не могли спокойно вернуться домой, а в городе частично нарушилось электроснабжение. Без света временно остались более 1000 домов. Чтобы снять его с высоты, привлекли спасателей и ветеринаров. Выждав момент, в животное выстрелили транквилизатором. Когда препарат подействовал, Чача ослабил хватку и сорвался вниз, упав на заранее натянутый спасателями тент. После этого его подняли и вернули обратно в зоосад. Никто не пострадал, но на несколько часов обычный городской день оказался полностью подчинен одному упрямому беглецу, который выбрал для себя самый неожиданный маршрут. В конце зимы 1965 года, в момент уборки смотрителя, беркут Голди, долго не думая, воспользовался предоставленной возможностью и вылетел на свободу. Птица нашла себе пристанище в огромном парке Ридженс,
где могла спокойно летать и наблюдать за людьми с безопасного расстояния. 2 недели жители приходили, чтобы полюбоваться величественным хищником. Он не прятался, но и не подпускал никого близко, оставаясь хозяином положения. Сотрудники зоопарка пытались заманить его обратно, и через 12 дней Голди наконец заинтересовался принесенным кроликом. Именно в этот момент его поймали, голыми руками, без сеток и ловушек. Любопытно, что это не был последний побег. Спустя 9 месяцев Голди снова решил улететь за пределы своего вольера. Но теперь сотрудники справились быстрее, всего за 4 дня. Этот беркут показал, что даже прирученные птицы способны принимать решения, руководствуясь своими инстинктами и чувством собственного пространства. Этот необычный побег стал возможен благодаря природной стихии. В 2010 году в Черногории сильное наводнение затопило зоопарк в Плавнице. Когда вода поднялась, одна из обитательниц вольера воспользовалась ситуацией и покинула привычное пространство. Бегемотиха прошла несколько километров по затопленным улицам и обосновалась в пригородном пруду, где провела несколько дней. Она не проявляла агрессии, не мешала людям и спокойно занималась своими делами, словно временно переехала в новый мир. Местные жители наблюдали необычную картину – массивное животное среди домов и фонарей, словно фрагмент саванны, случайно перенесенный в городской пейзаж. После того, как уровень воды снизился, животное вернули обратно в зоопарк. А фотографии Никитсы, стоящей среди затопленных улиц, быстро разошлись по мировым СМИ и сделали ее неожиданной героиней новостных лент. Последний побег из этой подборки произошло недавно, рано утром 2 ноября 2022 года. В зоопарке Таронга в Сиднее 5 львов выбрались за пределы своего вольера, повредив и проломив ограждение. Среди них были 4 львенка – Лузука, Зури, Хари и Малика, а также взрослый самец Ато. На записях видно, как они царапают сетку, затем находят зазор снизу и оказываются снаружи. Инцидент привел к немедленной тревоге. Зоопарк закрыли, сотрудники и посетители укрылись в безопасных местах. Оказавшись вне вольера, животные держались рядом с ограждением и не уходили далеко. Внутри оставалась львица Майя вместе с дочерью. Она звала остальных, и те постепенно начали возвращаться. Первым обратно пробрался Лузука, за ним последовали Зури и Хари. Позже, реагируя на действия смотрителей, вернулся и взрослый самец. Последнего из львят, Малику, пришлось усыпить транквилизатором, после чего его перенесли обратно. Никто не пострадал. После произошедшего началось расследование. Специалисты изучают, как именно была повреждена сложная система ограждения.